Здравствуйте, меня зовут Айгерим, я являюсь экспертом по ядерной и радиационной безопасности, а также лицензированию в области атомной энергетики. Я по образованию технический физик, закончила также магистратуру в Евразийском национальном университете имени Гумилева. После университета я работала в Комитете атомной энергетики в качестве эксперта по анализу и инспекции. По данной сфере я проходила обучение в Международном агентстве по атомной энергетике, то есть МАГАТЭ. По линии МАГАТЭ мы проходили различные семинары, тренинг-курсы, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Аргонской национальной лаборатории, в Международной школе по ядерной безопасности в Корее. За 9 лет работы я сотрудничала и работала с Казатомпромом, с Росатомом, с государственными учреждениями, с промышленными и медицинскими предприятиями, Тургай Петролиум, АО «Кузет», сеть клиники «Рахат», сеть стоматологических клиник «Евродент», а также государственные медицинские учреждения. Давайте поговорим о лицензировании по обращению с радиоактивными отходами. Данные радиоактивные отходы образуются не только на предприятиях урановой промышленности. Низкорадиоактивные отходы образуются в основном в нефтяных компаниях, где собираются отработавшие трубы, нефтяной шлам и так далее. К сожалению, они тоже фонят и подлежат лицензированию как низкорадиоактивные отходы. И поэтому нефтяные компании являются частыми лицензиатами. Работа с радиоактивными отходами строго подлежит лицензированию. Без этого разрешительного документа невозможно выполнить даже простые операции по перевозке. Я уже не говорю по переработке, сортировке и так далее. Необходимо определиться с подвидом деятельности: сбор, сортировка, переработка, дезактивация, рекультивация. Полный перечень видов и подвидов лицензирования вы можете найти в законодательстве Республики Казахстан. Многие нефтяные компании, а также ураннодобывающие компании Казатомпрома, у них на территории образуются радиоактивные отходы, но у них полигон временный. У них есть лицензия на сбор, сортировку, на хранение, но они не могут долгосрочно хранить эти радиоактивные отходы у себя на предприятии. В связи с этим они используют услуги сторонних предприятий, которые оказывают услуги по транспортировке для долгосрочного захоронения радиоактивных отходов. Данные компании также должны получить лицензию на право работы с радиоактивными отходами, в том числе на захоронение, на дезактивацию, на сбор. Данные компании в полгода один раз приезжают на добычные компании, забирают груз с радиоактивными отходами, делают замеры именно по радиационному фону, получают разрешение от нефтяных компаний, от урандобывающих компаний и отправляют на долгосрочное захоронение. Министром энергетики утверждены правила оказания услуг в области использования атомной энергетики и квалификационные требования, где приведен список необходимых документов для получения лицензии. В чем сложность? Там, например, прописано, что необходимо предоставить инструкцию по радиационной безопасности по заявленному виду деятельности, предоставить технологический регламент выполнения работ по заявленному виду деятельности, инструкции по учету и контролю и так далее. Сложность в том, что многие компании, специалисты, которые работают, там же также юристы, им сложно разработать технические документы, где будут прописаны полностью порядок выполнения работ, как обращаться с радиоактивными отходами. И суть моей работы, что я помогаю разработать сложные технические документы, то есть от начала до конца всю процедуру я прописываю. Там есть документы, конечно, которые несложно собрать, например, дипломы, сертификаты специалистов, но самая сложность — разработка нормативно-технической документации. Лицензия в области использования атомной энергетики выдается на 5 лет. Есть исключения, есть лицензии, которые выдаются бессрочные, генеральные лицензии так называются. Вы их можете посмотреть в законодательстве Республики Казахстан.
предприятия, организации, которые получили лицензию в области атомной энергетики, несут ответственность, в том числе в зависимости от категории радиационной опасности назначаются проверки со стороны Комитета атомной энергетики и других государственных учреждений. Есть проверки в 5 лет один раз, которые проводятся, есть проверки в 3 года один раз, которые проводятся, есть и ежегодные проверки. Если непосредственно деятельность связана там, с ядерными материалами, с радиоактивными веществами, там, где активность их высокая, то есть проверки в год один раз. Проверяют нормативно-техническую документацию. Если выявляются какие-то отклонения от нормативных документов, от санитарных норм, совместно с прокуратурой Республики Казахстан назначаются штрафы вплоть до остановки деятельности в этой отрасли. Чтобы избежать дальнейших ошибок, избежать незапланированных проверок в предприятии, необходимо обращаться к специалистам именно в этой отрасли, чтобы полностью быть готовы не только к проверкам и вести свою деятельность правильно и соблюдать все нормы по радиационной безопасности.